Это что, Норильск? Как ты это провернул? Да просто как обычно. Я купил билеты и забронировал жилье с помощью кредитной карты Тинькофф All Airlines, нашего постоянного партнера. Мало того, до 10% еще мне вернется обратно бонусными милями. Ну, за билеты, за жилье. И там немножко за хлороформ было. Да я не спрашиваю про рекламу нашей замечательной тиньковской карты, которую, между прочим, каждый наш зритель может без похода в офис, просто пройдя по ссылке в описании к видео, зарегистрировать и получить бонусные 3000 миль на нее. Я спрашиваю, зачем? Я все понимаю, у тебя были небольшие сомнения, стоит ли сюда лететь. Небольшие? Серьезно, это Норильск, это один из самых загрязненных городов на земле. Что здесь снимать? Fallout, еще один фильм Балабанова, здесь 9 месяцев зима, здесь нет с остальной России наземного сообщения, здесь отток населения с 80-х годов. И я, кстати, догадываюсь, почему. Не говори так, Миш. Вот благодаря таким городам рабочим вся Россия держит. Ты в своей Москве можешь свои видеоблоги снимать благодаря этим людям. Поверь мне, я тебе все покажу. Я здесь рос, я здесь жил. В этой гимназии я учился. Здесь ходил в кино. С этой горки любовался северным сиянием. Миш, пойми, все-таки это мой родной город. Какой родной? Ты родился в Питере! Блин, а куда солнце делать? Мы это называем полярная ночь. Норильск находится на крайнем севере, за полярным кругом, а из-за того, что Земля вращается вокруг Солнца под углом, здесь очень сильно варьируется продолжительность светового дня. Летом Солнце практически не заходит за горизонт, здесь постоянно светло, это полярный день называется. А зимой, наоборот, Солнце не выходит, и поэтому здесь полярная ночь. По-моему, круто. Круто! Когда у тебя солнца нету, круто! Господи, неудивительно, что тебе Питер так нравится. Как можно не впасть в депрессию, когда у тебя целый месяц одна сплошная ночь? Какие плюсы в этом? Верни долг! Это последнее предупреждение! У тебя времени до рассвета! Отлично! Есть 2 месяца. В отпуск все съездить. Температурный рекорд Норильска минус 64 градуса мороза. Здесь адски холодно. И это единственное, что вы знаете о Норильске. И вообще там на материке все знают, что норильчане очень много зарабатывают и хорошо работают. Все завидуют норильчанам. Потому что норильчанин, это звучит гордо. Да как скажешь, Руслан, господи. В этом городе 9 месяцев кряду идет зима, холодная. И она настолько холодна, что это даже повлияло на архитектуру города. Город сконструирован так, чтобы максимально защитить своих жителей от ветра. Фронтальный ряд домов представляет собой такую своеобразную противоветряную защитную стену. Вот смотрите. Вот там точно никто ничего не почувствовал. Ни одного колыхания. Если вы думаете, что это чрезмерные предосторожности, как вам такая история? Буквально за неделю до нашего приезда здесь прошла так называемая черная пурга. Видимость во время нее буквально несколько шагов. Вот ее последствия у меня за спиной. Почему так жесток снег оставляет твои следы? И по кругу зачем бег? И бежишь от меня ты. А приключилась она из-за чьей-то халатности. Да закрой! О! Да, простите. Я теперь не вижу того подозрительного оленя. Ненавижу оленей. Кроме того, дома внутри города построены максимально плотно друг к другу. И чтобы проходить между ними, оставили вот такие вот очень узкие щели. Гони телефон. Не на того напал. Опять заняли всю щель! Остановитесь! But they haven't put their mittens on, and there's 15 feet of pure white snow. Господи, как же здесь холодно! Я не
понимаю, как детей в такую холодрыгу отпускают учиться. Так их и не пускают, если будет слишком холодно или ветер, объявляется актировка, и дети в школу не идут. Я так однажды за месяц всего 2 раза сходил. То есть потому что ветерок чуть сильнее дул, ты пропустил 95% занятий? А что такое процентов? Приехали в местный Норильский карьер, чтобы показать вам, как, в принципе, карьеры выглядят и в каких условиях местные рабочие здесь, собственно говоря, трудятся. Я подготовил сюжет, но, к сожалению, единственное, что я могу сказать по теме, это... Сука, как здесь холодно-то! Надеюсь, им платят миллионы, чтобы здесь вкалывать. У меня губы... Руслан, ну что здесь с Wi-Fi не так? Я уже битых 2 часа не могу посмотреть новый видос H3H3, коллапс и дубсом. Они думают, что PewDiePie копирует Филси Фрэнка. Что происходит в Норильске с интернетом? Ты за полярным кругом находишься, здесь нет нормального ни мобильного, ни домашнего интернета. Вот ты в Москве сколько платишь? Говно вопрос, 500 рублей за 70 мегабит. Во. А здесь за 500 рублей ты получишь 512 мегабайт. О, 512 мегабит? Нет, 512 мегабайт в месяц. ADSL. И все. Пиздец. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Мы извиняемся перед нашими зрителями, что использовали старый мем, очень стыдно. Да, а особенно извиняемся перед зрителями из Норильска, до которых этот мем еще не успел докатиться. Так, блин, Миш. Ну хотя да, они даже в Спортмастере не обновили карту России. Но с другой стороны, у маленького объема интернет-данных есть свои плюсы. Смотри. Для реализации пакета законов Яровой были созданы дата-центры, которые хранят огромные массивы информации. В одной только Москве скопилось 500 тысяч терабайт информации. В Санкт-Петербурге 300 тысяч терабайт информации. В Норильске скопилась эта фотография котиков и песня Дианы Гурцкой. За дата-центр отвечает флешка, стоимость 300 рублей. Ее уже теряли дважды. Норильск очень молодой город, ему только предстоит отпраздновать свой 65-летний юбилей, поэтому он не успел обзавестись большим количеством достопримечательностей. Но одна есть. Первый дом Норильска, в котором зимовал сам Николай Урванцев, знаменитый советский исследователь Крайнего Севера. На самом деле, открою секрет, эта избушка была построена в 21 году прошлого века в нескольких километрах отсюда, на так называемом нулевом пикете, откуда начался весь Норильск. Ее пару раз перевозили, пока дом не обрел свой новый дом в центре города, рядом с музеем. Твою мать! Меня опять перенесли! Как меня достали эти пранки переселением? Это что, кинотеатр? Остановка автобуса? Как же теперь далеко топать до тундры? Как же меня это вымораживает! А? Ну, холодно, потому что вымораживает. Николай Урванцев. Геолог, политзаключенный, стендапер. За исключением избушки, театра и, наверное, нескольких старых домов, местная архитектура — это стандартный советский город. Будут деньги в бюджете, будут стараться. Хроника заполярной правды с 30-х годов. 30-е. Чтобы заслужить прощение у советского народа, заключенный Нориль-Лага построит оазис в снежной пустыне. 60-е. Расслабившиеся со смертью Сталина зэки бунтуют. Архитектура оазиса разбавляется серыми хрущевками. 70-е. Эксперты выяснили, что пятиэтажным коробкам не хватает еще пары-тройки этажей. 90-е. Эксперты выяснили, что тоскливым серым коробкам пойдет перекраска в болезненный желтый. 2000-е. Жители ликуют. В городе построят современный, большой ледовый дворец. 2010-е. Мы сказали ледовый дворец? Мы имели в виду торговый центр. 2017. Город оптимизируется.
Закрыт завод и половина аэропорта. Безработным еще сложнее улететь. 2018. Муниципалитет выступил со срочным обращением к правительству. Привезите еще зэков! Руслан, я правильно понял, что здесь ничего нового не строится, только поддерживается в нормальном виде старое, чтобы оно не развалилось? Ну, к сожалению, это правда. Единственное новое здание, которое здесь делают, это для снежного городка на Новый год. Что? Снежный городок? Время Assassin's Creed! Для Assassin's Creed студиона. Show me what you got. Мы пришли в музей Норильск, где на 3 этажах рассказана вся история города. Правда, 2 этажа под временными экспозициями, а постоянно не очень большая, но стоит всего 100 рублей. Миша вообще сказал, что удивлен, что в таком маленьком городе такой большой музей. Не думал, что в таком маленьком городе может быть такой большой музей. Изучая экспозицию музея, можно прийти к выводу, что историю Норильска стоит начать с легендарного древнего поселения Мангазея. Он сказал Мангагея? Мангазея, где древние россияне добывали пушнину, торговали с иностранцами. К сожалению, со временем торговые пути перестроились, и город пришел в упадок. А через 4 века и 400 километров совершенно другие люди по совершенно другой причине основали Норильск. Для меня всегда загадка, причем здесь Мангазея, серьезно. Наверное, просто был свободный угол. А теперь я, без видимой на то причины, собираюсь приготовить салат норильский. Нам понадобятся огурцы, помидоры и немножко мазика. Это не реклама мазика, это реклама карты и Тинькофф. 3000 бонусных миль по ссылке в описании. А теперь нарезаем огурцы. Нужно быть очень аккуратным. Алло. И, конечно, помидоры. И вишенкой на торте в норильском салате добавляем майонез по вкусу. Надо не переборщить. Готово! Что делает этот салат норильским? Объясняю, он стоил почти 600 рублей. У меня совершенно случайно сохранился магазинный чек, чтобы доказать это. Так и сюда продукты можно доставить либо кораблем по Енисею или Северный морской путь, что очень долго, либо самолетом, что дорого. Поэтому все скоропочечные продукты, они очень дорогие здесь. А в школе я даже на 2 месяца остался без йогуртов, потому что они на складах закончились, а новой поставки не было. И у меня есть совершенно случайно точно такой же чек из московского магазина с точно таким же списком товаров. И вы можете наглядно видеть, что в Москве цены на 50% ниже. Да что это за проценты такие? Следующий сюжет. Руслан, здесь одни сплошные промзоны. Здесь вообще природа хоть где-нибудь есть? Конечно, вон деревья, они все летом зеленые. Это деревья? Это деревья торчат, а не арматура из земли. Да, это деревья, они все будут зеленые, летом очень красиво, приятно. За городом есть еще красные камни, туда можно съездить. Лама, озеро, очень прекрасно. Знаешь, такая настоящая сибирская природа. Вот не твоя загазованная Москва, это стрессовая. Чел, до озера ехать 120 километров. Здесь лето длится всего 1 месяц. А загазованность давай не будем. Ты видел вообще местный прогноз погоды? И о прогнозе погоды на сегодня. С юго-востока надвигается газовое облако с никелевого завода. С запада вот здесь вот движутся облака с медного завода и с комбината «Надежда». Эти облака будут смешаны прямо над Норильском, бушующей 2-ю неделю пургой. Метеорологи называют это явление
черной газовой пургой. А спонсор выпуска «Погода» на сегодня – Норильские противогазы. Норильские противогазы. Но вот это весьма обидный скетч был на самом деле, потому что недавно закрыли никелевый завод, и выбросов газовых стало меньше. И рабочих мест тоже меньше стало. Как-то не очень позитивный довод получился, но... Идите. Итак, перед тем, как вы скажете, вот про что все это время это было, мы должны сделать еще одну вещь. Всю дорогу в этой поездке мы расплачивались по кредитной карте Тинькофф All Airlines. Вот она. И сейчас Руслан гасит наш кредит с помощью карты Тинькофф Black. Ага, если я интернет поймаю. Сейчас. Вот, все, есть, готово. Знаешь, сколько мы заработали бонусных миль? Сколько? Мы заработали 1 миллиард бонусных миль. Чел, скажи нормально, пожалуйста. Мы заработали 1 бонусную милю. Очень холодно и очень много дублей нельзя Мы делать. заработали 100 километров бонусных. Заработали 1 зеленую милю. Мы заработали милосердие. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Пам-пам, пам-пам, пам-пам. Земля вращается вокруг Солнца под наклоном, поэтому в Норильске, а здесь я учился. Ми-ми-ми-ми-ми. Сука, что происходит? Что происходит? Мир. Не переживай, Миш. Просто небольшие глюки. Успокойся. Просто небольшие глюки надо перезапустить. Какие глюки? И просто шлем сними. Какой шлем? Сними шлем, Миша. Какой шлем? Просто сними шлем. Какой шлем? Я не понимаю, что снять. Чуть не разбил. Блин, это что, все это время была виртуальная реальность? Ну, естественно, мы Норильск А, проверяли. то есть нам нужно ехать в настоящий Норильск теперь? Конечно, нет. Ты не выживешь в настоящем Норильске. Это на изи-моде было. Вместо этого можешь глянуть вот это видео. Что это такое? Почему это здесь? Это тоже виртуальная реальность. Тут Норильск. Тут видео. Тут... Как быть? Как быть? Как снять? Подписаться на канал и лайкнуть это видео, если вам оно понравилось.